Это была холодная зимняя ночь, когда мир вокруг казался замерзшим, а жизнь — тяжелой и невыносимой. Снег белым покрывалом укрывал улицы, а звезды сверкали на ночном небе, словно холодные глазки, смотрящие на землю с высоких небес. В доме, где когда-то звучал смех, где родители делились счастливыми моментами и гомоном детских голосов, оставалась лишь тишина и горечь. Мать тройняшек, Марина, стояла у окна, глядя на снежные сугробы, и думала о том, как изменилась ее жизнь с тех пор, как ее мир рухнул. Муж ушел несколько месяцев назад. Без предупреждения, без объяснений, он просто исчез. Ушел в мгновение ока, словно растворился в тумане. Он всегда был сдержанным, но теперь тишина, которая окутала дом, была просто невыносимой. В дни, когда он был рядом, их совместная жизнь казалась такой полной. Он поддерживал ее. Вместе они мечтали о будущем, строили планы, радовались каждому дню. Но вскоре что-то сломалось в их отношениях. Могли ли они ожидать, что их совместная жизнь закончится так? Стресс, повседневные заботы, недовольство — все это постепенно обрушивалось на них. Несмело он начинал говорить о своих чувствах, и в нем росло чувство беспокойства. Возможно, он чувствовал себя неуверенно в своей роли отца, не зная, как справиться с 3 маленькими существами, которые требовали его внимания и заботы. Но вместо того, чтобы открыться, он просто ушел, оставив Марию с горькими вопросами и одиночеством. Теперь она оставалась одна, и с каждым днем становилось все труднее справляться. 3 младенца — это была не просто нагрузка. Это был ежедневный, невыносимый труд. Постоянный крик, бессонные ночи, необходимость кормить, пеленать, укачивать — это все обрушивалось на ее тонкие плечи, как милосердный дождь в разгар ливня. Каждый день начинался и заканчивался борьбой. Она пыталась найти время для себя, чтобы хоть ненадолго забыть обо всем, но реальность снова и снова возвращала ее к реальности. В ее сердце скапливались переживания, словно облака предвещали сильный дождь. Не находя поддержки у родных, она пыталась обратиться за помощью. Каждый раз, когда она набирала номер своей матери, ей мешали мысли о том, что ее мама, сама переживающая разочарование в личной жизни, могла бы не понять ее. Ее брат находился в другом городе, пытался построить свою жизнь, а к подруге по-прежнему не могло дойти. Попытки докопаться до помощи оказывались тщетными. Никто не мог понять ее боль, ее отчаяние. И чем больше она хотела, чтобы кто-то узнал о ее страданиях, тем меньше она могла найти силы, чтобы признаться. Она смотрела на своих детей и чувствовала, как ее сердце разрывается от любви, но одновременно испытывала такое могучее чувство безысходности, что его было трудно описать. Каждый шепот их голосов, каждый их взгляд отражали надежду, которую она больше не могла эко. Признаваясь себе в том, что она не справляется с этой непосильной нагрузкой, она понимала, что ее мечты о счастливой семье, о поддержке и любви обрушились, как карточный домик, который ветром разметало на мелкие кусочки. Но даже в самые мрачные минуты ее любовь к детям все еще искрилась, словно последняя искорка в угольках. И в этот вечер, когда мороз казался особенно жестоким, когда ночь расползалась вокруг, как шоршащая тень, она приняла страшное решение. В ее голове мелькали мысли о том, что, возможно, в детском доме их накормят, согреют и позаботятся о них лучше, чем она смогла бы. Мать, забирая их на руки, обвила ее теплыми одеялами, но ее сердце при этом обжигало ее собственное решение. Она с трудом сдерживала слезы на глазах, когда вышла на улицу. Тройняшки не понимали, что происходит. Они были маленькими, беззащитными и не знали, что эта ночь изменит их жизнь навсегда. Одеяла обвивались вокруг них, как теплая оболочка, но холодный снег мягко касался их щек. Ночь была окутана тишиной, только где-то вдали доносились звуки зимних уличных фонарей, отбрасывающих тени на сугробы. Внутри Марина боролась со своим решением,
но 8 ступенек к главной двери, казалось, олицетворяли ее последний шаг к освобождению. Подойдя к дверям детского дома, она поставила детей на землю, прижала их к себе, поцеловала каждого в лоб. Каждый из них был для нее маленьким чудом, отражением ее самого дорогого. В тот момент она понимала, что это не прощание, а временная разлука, но это не могло облегчить ее душу. Давление внутри ее сердца становилось невыносимым, и, не сказав ни слова, она исчезла в ночи. Детский дом встретил малышей как своих, принял их в свои стены. Ушедшая мать оставила их в мире, где их не ждали, но где им предстояло начать новую жизнь. Первое время они не понимали, что происходит. Новые люди вокруг, с улыбками и добротой, пытались заверить их, что все будет хорошо. Не зная, как реагировать, тройняшки прижимались друг к другу, искали утешения в объятиях, ощущая силу связи, которая всегда их объединяла. Жизнь в детском доме была сложной. Нет, в нем не было зло, были добрые люди, но крики детей, жалобные слезы и постоянная борьба за внимание — все это окружало их. Они спали в одной комнате, укрытые теплыми одеялами, и часто мечтали о своей матери. Куда же она ушла? Почему она не забрала нас с собой? Они задавались этими вопросами, не зная, что на них ждет в будущем. Каждый из них адаптировался по-своему. Лена рисовала сказочные миры, Александра хотела быть врачом и помогать другим, а Максим, который всегда был защитником, создавал шутки, чтобы поднять дух своих сестер, даже когда ситуация казалась безвыходной. Прошло 15 лет. Тройняшки выросли в подростков, но их связь друг с другом оставалась прочной, как никогда. Они занимали разные жизненные позиции, учились и работали, но в каждый раз, когда кто-то из них переживал трудности, остальные не оставляли его в одиночестве. Их учеба в старших классах стала вызовом, но они не падали духом. Но все-таки их умы возвращались к мыслям о том, кто они на самом деле, и о том, почему мать оставила их. Когда они стали подростками, в поисках ответов на вопросы о своей настоящей матери, они начали искать информацию как охотники за сокровищами. Им было важно узнать, что случилось, кто они на самом деле и почему мама оставила их. Эти вопросы давили на их души, и в поисках связи с прошлым они обрисовывали свои усилия. Они проводили долгие часы в библиотеке, читая о других детях, которые потеряли родителей, изучая запечатанные архивы историй. Наконец, в один непримечательный день в архиве детского дома они наткнулись на старые документы, которые вела Марина. Их сердца забились быстрее. В этих записях была вся ее боль, вся ее потерянность. В них отражалась история с ее юности, лирические страницы, написанные дрожащими руками. Она писала о том, как ушел муж, как ей было трудно, как ее душа разрывалась между любовью к детям и отчаянием от того, что она не могла справиться с нагрузкой. «Я не могла больше», — писала она, и каждая строка звучала как крики о помощи. «Не смогла дать им то, что они заслуживали, и я не могла больше оставаться их матерью». Эти слова были простыми, но они открыли правду. Ее сердце распалось, когда они читали, что она не бросила своих детей из-за злобы или жестокости, а приняла решение, с которым не могла жить, но не имела силы повернуть назад. Тройняшки узнали, что мать не сбежала от них, а ушла от жизни, которая оказалась для нее невыносимой. Она пыталась найти выход, который был слишком сложным для нее, и оставила их с надеждой, веря, что в детском доме их жизнь будет лучше. Они стали понимать, какое давление страх и беспомощность могли создать у нее. Это не была простая история об оставленных детях. Это была история о человеке, который не справился с болью. И эта история была о потере, о любви и о том, как трудно решать, что лучше для любимых. Эти мысли обвивали их сердца, и они поняли, что хотя их родители могли оставить их, настоящая связь осталась с теми, кто воспитал их, а не с теми, кто оставил их на холоде в ту ночь, которую они никогда не забудут. Как бы ни было трудно,
Их жизнь была наполнена настоящей заботой и любовью, которая поднимала их на ноги каждый день. Они не искали свою мать, не пытались найти ее, потому что понимали, что ее решение, хотя и порой жестокое, но отражало ее внутреннюю борьбу. Даже если решение было трудным, его понимание открыло перед ними новые горизонты. В конце концов, они стали новыми людьми, которые шагали в будущее с надеждой, что жизнь сможет обучить их чему-то важному. Они продолжали работать, учиться и заниматься теми вещами, которые вдохновляли их, а память о матери стала частью их внутреннего мира. И даже если они всегда хотели знать, что с ней случилось, они начали осознавать, что их семья — это не только та семья, в которой они были рождены, но и те, кто вырастили их в любви. Вот такая удивительная история. Теперь, глядя в будущее, они поняли, что истинная любовь и забота — это то, что найдется в каждом из них, и они готовы передать ее в мир, полный надежд и мечтаний. Дорогие друзья, позволяйте любви и пониманию прорастать в ваших сердцах. Не забывайте о том, что каждая история означает. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.